В прошлом уроке мы проводили в пример линейной функции y равно ax. Сегодня рассмотрим более полно ее, для того, чтобы описывать некоторые процессы. Поэтому вот эта краткая запись y равно ax, перепишем ее в полном виде. Y равно ax плюс b, где a и b какие-то постоянные коэффициенты. Рассмотрим сначала значение этой функции, когда вот этот коэффициент b будет равен нулю, b равно нулю. Построим таблички для разных значений коэффициента a равно единице. К примеру, значение x независимые поставим минус 2, минус 1, 0, единичка и двойка. Естественно, когда b равно нулю, a равно единице, тогда y равен просто значению x. y равен тоже минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Другое значение, когда n равно единице, b равно 0. Посмотрим, как будет выглядеть функция, когда a равно единице, а b равно тоже единице. Тоже табличное значение построим. Это x минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Мы можем очень большое количество взять данных, но нам этих данных для того, чтобы построить линейную функцию, будет достаточно. Когда b равно единице, подставляем x минус 2 и плюс единица, это будет минус единица. y равно минус единице. Когда x равно минус единице, тогда, подставляя сюда значение, получаем y равен нулю. Когда значение 0, естественно, получаем единицу. Когда значение равно единице, тогда y равно двойке. И когда x равно 2, получаем c2 плюс 1 будет. Построили вторую табличку, когда b равно единичке. И построим еще третью табличку, когда у нас a равно единице и b равно минус единице. Строим таблицу для этих значений данной функции. x минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. И значение y. Когда x равен минус 2, получается, что y равен, подставляем сюда эти значения. Минус 2, минус 1, y равен минус 3. Когда x равен минус единице, получаем минус единица, получаем минус 2. Тогда просто значение минус единицы. И когда единица, это будет минус единица. Когда единица и минус единица, это будет значение 0. И когда x равно 2, значит 2 умножим на единицу, получаем двойку, и минус единица, это будет единица. То есть мы каким-то образом хотим сориентироваться, как будет меняться прохождение этой функции, когда мы будем менять коэффициент b. Коэффициент a немножко позже посмотрим. Построим график этой функции на координатной плоскости. Это положительное значение x, это отрицательное, и y, естественно, плюс бесконечность и минус бесконечность. Это значение 0. 1, 2, 3, 4. Здесь значение отрицательное минус 1, минус 2, минус 3. Достаточно. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И тут значение отрицательное y. Минус 1, минус 2 и минус 3. Построим вот эту первую табличку. Когда равно 0, значит 0. Построим ее таким цветом, вроде бы это у нас будет базовая опорная функция, когда a равно единице, b равно 0. Значит, когда 1, 1, 2, 2. То есть, дальше будем продолжать, но это функция линейная, поэтому график этой функции будет выглядеть таким образом. Он проходит, естественно, через 0. Вот. Продолжать можно дальше там, но мы дальше не брали. То есть, это будет у нас значение a равно единице, b равно 0. То есть y просто равен, y равен x. Вот какую единичку y равен. Посмотрим, как будет выглядеть график, выражение графика, когда a равно единице, b равно единице. a равно единице. Но когда x равно 0, тогда y равен единичке. Вот. А когда x равен минус единице, y равен 0. И когда равно единичке, это будет двоечка. То есть график этой функции будет проходить вот таким образом. Это когда у нас a равно единице и b равно тоже единице. То есть график функции вот этой выглядит таким образом. Y равно просто x плюс единичка. Что мы увидели? Мы увидели то, что благодаря тому, что у нас коэффициент b равен единичке, график этой функции похож на график функции y равно x, только он поднят на единичку вверх по оси y. Посмотрим, как будет выглядеть график функции, когда у нас b равно минус единице. Когда b равно минус единице, у нас тогда при x равно 0, y равен минус единице вот здесь. Когда x равен единице, y равен нулю. Когда x равен двойке, y равен единице. То есть график этой функции будет проходить вот так. Ниже нашего основного графика. То есть мы можем здесь написать, что a равно единице и b равно минус единице. То есть график этой функции будет равен x минус единица. Мы увидели о том, что в зависимости от коэффициента b, график функции может сдвигаться по оси y вверх или вниз. Если
b у нас положительный, он сдвигается вверх. Если b отрицательный, он сдвигается вниз. Зная прохождение y равно x, мы всегда можем по параметру b, по коэффициенту b, можем определиться, куда он сдвинут, вверх или вниз. Теперь посмотрим, каким образом график функции будет проходить, когда будет меняться при разных коэффициентах а. Тут мы а брали единичку, b меняли. То же самое этот график функции y равно ax плюс b. b будем считать равно нулю, пусть он не движется, а посмотрим, как он будет меняться. А будем менять значение от а равно единице до а равно минус 2, и а равно двойке, и а равно 1/2. Строим график, вернее табличку строим для а равно единице. Здесь значение x, тут значение y. Опять же, не будем далеко разбегать координатной оси 0 и 1, 2. Значение будет такое же точно. Если а равно единице, это будет минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Это когда у нас а равно единице. Когда а равно двойке, значит x берем такое же значение. X это будет минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Здесь у нас y а равно двойке, значит 2 умножим на минус 2, получаем минус 4. Если минус 1 умножим на минус 2, 0 получаем 0, 1 получаем двойку и 2 получаем 4. Это когда а равно у нас 2. И а равно 1/2. X минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Y. Если x равен 1/2, что мы получаем? X равен, множим, получаем минус единичку. Если у нас равен x минус единиц, множим на 1/2, это получается минус 1/2. 0, естественно, 0. 1 единичка это 1/2, и двойка это будет 1. Давайте построим график прохождения этой функции в зависимости от коэффициента а, как он будет выглядеть в координатной оси, на координатной плоскости. Координаты оси рисуем. X, y плюс y, это будет минус. Уже значки бесконечности я не буду отмечать, это будет как по умолчанию. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Здесь минус 1, минус 2, минус 3. Тут 1, 2, 3, 4. Значение минус. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Строим сначала первый, когда у нас y равно единичке, базовую функцию с этими значениями. Вот у нас получается вот эти точки. Мы строим график. То есть он, естественно, такой же, как и здесь. А равно единице, b равно нулю, y равно просто x. Теперь строим, когда у нас а равно двойке. 0 это будет 0 значение. Когда единица, это будет двойка. Когда двойка, это будет четверка. Обратите внимание, что график этой функции будет быстрее возрастать. По сравнению а равно 2, b равно нулю, y равно 2x. То есть он будет ближе, этот график, находиться по сравнению с этой функцией, когда равно x, он поворачивает ближе к оси y координат. А как будет выглядеть график, когда y равно 1/2? Тоже строим 0, 0 значение. Единица, это будет 1/2, вот здесь. Двойка, это будет единичка. И построим вот этот график, который у нас 1/2. Видите, каким образом прошел этот график. Он прошел ниже, ближе к оси x. То есть, если значение параметра а или коэффициента а будет дробное, меньше единицы, он будет ближе приближаться к оси x. А у нас равно 1/2, b равно 0, и y равен 1/2 x. Видим, что два коэффициента, которые определяют вот эту функцию, работают таким образом. Коэффициент b, который находится вот здесь, он определяет, насколько эта функция будет от основной сдвинута вверх или вниз. Если b положительный вверх идет по оси y, а если отрицательный вниз. Коэффициент а будет определять наклон этой функции. Если а у нас равно единице, вы видите, он проходит, базовый вроде бы, базовый, можно было видеть, каким образом меняется прохождение этого графика. То есть, если у нас коэффициент а равен двоечке, график этой функции поворачивается ближе к оси y. То есть он быстрее возрастает. Если коэффициент а дробный, меньше единицы, он тогда ближе к оси x находится. Естественно, я показал по сравнению с основной функцией, каким образом они проходят. Давайте теперь посмотрим еще один такой момент, когда у нас будет коэффициент, вот этот а будет отрицательный. Как тогда будет проходить эта функция? Нарисуем еще один пример. А равно минус единице, b равно нулю. Как будет проходить график этой функции? Строим значение x, минус 2, минус а равно, минус единице напишем. Минус 1, 1 и 2. Y. Если а равно минус единице до минус 2, x равно минус единице умножить на минус 2, получаем, что x равно y равно плюс 2. Минус единица на минус единица, единица. 0, значит 0. Единичка, это будет что-то у нас будет минус единица. И двойка, это будет минус 2. Давайте посмотрим, как пройдет этот график на вот этой оси, на вот этой координатной плоскости. Если у нас идет при положительном значении а, график этой функции идет через первый квадрат, третий квадрат, так этот график построен 0, 0. Когда x равно единичка, это будет x равно единица, y равно минус единица. Вот здесь x равно 2, y равно минус 2. То есть график этой функции будет проходить таким образом.
Это а равно минус единице, b равно нулю, y равно минус x. По сравнению с графиком, который у нас проходит через первую и третью четверть этой координатной плоскости, этот график будет проходить через вторую и четвертую. Можно сказать о том, что он симметричен относительно оси x, потому что меняется значение на противоположный от этого графика. Если мы хотим видеть, как он будет меняться, то есть если мы напишем, что а равно минус 2, b равно нулю, например, посмотрим, как будет выглядеть таблица, ну а дробные значения мы уже будем потом по аналогии брать к этому графику. X минус 2 минус единичка 0, 1 и 2. Это x. Y, если минус 2, y будет минус 2 умножим на минус 2 будет плюс 4. Минус единица умножим на минус 2 будет плюс 2. 0, значит, будет 0, единичка это будет минус 2, и 2 это будет минус 4. То есть, если строить этот график, он будет проходить таким образом. 2, значит, минус 4, вот так. То есть, он будет ближе находиться, по сравнению с минус единицей, он будет ближе находиться к оси y. Это y равен, когда а у нас равно минус двойка, b равно нулю, и y равен минус 2x. Естественно, если мы будем строить график с дробным, то есть, как вы видите, когда у нас целое значение идет, вот больше, по модулю больше единички, он ближе находится к оси y, а график для дробного значения, я не буду его, я просто штемпелькированным нарисую, он будет проходить вот таким образом. Тогда это будет а равно минус 1/2, b равно нулю, y равно минус 1/2 x. То есть, зная, как проходит основной параметр, основной график, мы всегда можем сориентироваться, каким образом построить любое значение для любых вот этих значений параметров. Например, давайте посмотрим, как будет выглядеть построение функции y равно минус 3x плюс 4. Последовательность построения. Я хочу привести пример, как бы я это дело строил. Координатная плоскость. Хочу вам написать шаги, которые я делал. Поделюсь опытом построения. Я не буду конкретно писать по данным и таблиц, не буду приводить этих расчетов, а буду ориентироваться на просто прохождение этого графика. Первое, что я делаю, говорю о том, что я знаю, как строится график y равно x. Он идет вот так. Это я знаю. Y равно x. Дальше, первый этап, я беру известный мне график y равно x. Дальше что я делаю? Я говорю о том, что я хочу видеть, как пройдет график y равно 3x. Обратите внимание, я пока не обращаю на это знак. То есть я знаю, что 3x он будет быстрее возрастать. Рисуем это дело вот так. То есть y равен 3x, я буду знать о том, что он у меня будет возрастать быстрее к оси y. Это я пока беру с положительным значением. Теперь, зная о том, что он будет симметричный относительно оси y, относительно оси x, я могу построить график y равно минус 3x. Это я знаю, что он у меня развернется вот в эту сторону. То есть он будет симметричный относительно оси y, чтобы было понятно. Он у меня будет симметричный относительно оси y. Он будет тоже быстро, вроде как возрастать или быстро спадать, если мы говорим, если обычно идет рассмотрение, так сказать, увеличения x в эту сторону, значит, то есть он будет быстро спадать так же, как и этот быстро возрастать. То есть реально, вот у меня будет график идти, так у меня график пойдет. Это будет у нас y равен минус 3x. Это я построю. Это будет третий этап. И четвертый. Теперь я знаю, что мне вот этот график y равен 3 надо поднять на 4 единички вверх. Я вижу 1, 2, 3, 4. И вот у меня получается прохождение основного графика. Вот у меня будет проходить график, вот этот вот y равен минус 3 плюс 4. Зная, как строятся вот эти все элементы графиков в зависимости от их параметров, я могу сориентироваться, начиная с базового графика, самого простого, и потом его по мере усложнения представлять, каким образом он будет проходить. То есть четвертый этап это будет у меня y равен минус 3x плюс 4. Таким образом, хочу сказать о том, что вот эти графики, в какой-то степени построение этих графиков очень похоже на и для других функций, которые имеют вот здесь у нас значение x в степени единичка, x в степени 1, можно сказать. Но есть же функции, которые более сложные, например, y в степени 3, скажем, 4, 5 и так далее. Поэтому, если степень у нас графика является нечетной, по сути дела, построение будет очень похоже на график y равно x, только единственное, что сам этот график, конечно, базовый график, он непростой. Я его просто не буду рассчитывать, просто покажу пример. Этот график выглядит тоже нелинейно, изменяющийся, то есть он нелинейный график. Если это x, а это y минус и плюс, график функции y равно x в кубе будет выглядеть вот таким образом. И вот эта методика построения и
его зависимость от построения от координат будет очень похожа на график, который имеет линейную зависимость, то есть y равно x степени единички. Все графики, которые будут показателем здесь нечетным, третьей степени, не будем говорить пятой степени, седьмой и так далее, я не говорю о том, мы их и строить не будем, но их методика построения и практический вид будет такой же, как здесь. Если x плюс 3, значит x в кубе будет плюс, значит он немножко поднимется вверх, так как вот этот график плюс единичка, минус единичка опустится вниз. Если перевернуть значение минус, он точно так же перевернется, как значение, когда у нас будет отрицательное. Конечно, большая разница между этими графиками, но похожесть построения и прохождения их выглядит в какой-то степени очень подобной, если степень будет нечетной.